Добрый вечер всем. Большое спасибо за приглашение выступить организаторам, вам, Михаилу. Я буду рад представить эту информацию. Это как бы мы впервые делаем эту презентацию про эту технологию. Небольшой такой дисклеймер о том, что мы постарались для этой презентации предоставить максимально точные данные, но тем не менее как бы освобождаемся от ответственности за использование данных. И о том, кстати, да, что эта информация, ее источником является наша компания RD Titan Group, Innovative TiO2 и наши партнеры Appleton International, это Великобритания. Небольшая история диоксида титана на одном слайде. Вот как я сегодня посчитал, сегодня у нас, не сегодня, в этом году у нас 103 года, как впервые начали выпускать промышленно диоксид титана. Впервые в 1916 году был запущен первый, по-моему, было 2 завода параллельно. Это была анатазная форма диоксида титана. Вот. Следующей такой крупной вехой, понятно, что с анатаза диоксид титана начал очень активно расширяться, вытеснять предыдущие белые пигменты, которые уступали ему по ряду пигментных свойств. Второй вехой был 1939 год. Это год, в который начался выпуск рутильной формы диоксида титана. Научились, как получить правильные формы размеров рутил. Это все, в принципе, связано было с компанией Кронос, тогда она называлась иначе. Следующая веха, 1948 год. В этом году компания DuPont запустила первый завод по производству диоксида титана, используя другую технологию, не сульфатную, а хлоридную. Эта технология позволяла получить в первую очередь меньшее количество отходов по сравнению с сульфатной на тот момент. А во-вторых, получить пигмент немножечко белее и немножечко, скажем, менее желтый. Вот так, в уровне там, категорий CLAP, это там 1 единица яркости и где-то 0,8 единиц желтизны, координаты B. Дальше период 1960-2000, это период развития параллельных двух процессов, и сульфатного, и хлоридного. Как-то считалось в 40-е, 50-е, 60-е, что хлоридная вытеснит полностью сульфатную технологию, она умрет, но сульфатчики как бы отреагировали адекватно, всегда конкуренция создает новые стимулы, и в общем сульфатная технология не умерла и как бы существовала параллельно, развивалась, решала свои проблемы там, и экологические, и качества. И мы пришли вот к 2000 году, когда, скажем, западные компании, такая как известная, например, на сегодня компания Venator, у нее 80% продукции это сульфатная продукция. Venator второй сегодня в мире производитель TiO2. 2000-е годы – это взрывной рост производства в Китае. То есть если в 90-е там можно пересчитать было на одной руке заводы в Китае, они все обладали старыми такими ненадежными технологиями, в основном выпускали анатаз, то реально Китай в 2000-е годы построил очень много заводов. Это были современные заводы, они использовали многие решения западных компаний, уровня примерно 70-х, 80-х годов. То есть условно консультанты, которые там консультировали эти компании, передавали эти технологии, западные консультанты. Может быть 50 плюс, 55 заводов было. Суммарно стало, скажем, но большая из них часть там была построена в эти годы. И первые хлоридные заводы появились. Точнее, я буду тут не совсем прав. Первый хлоридный в Китае существует уже несколько десятилетий, но он не очень был успешен. Там была такая гибридная использовалась технология. Люди очень много сами пытались развить, но, в общем, там ни с экономикой, ни с качеством не получалось. А вот в 2010-е и по настоящий момент в Китае появилось 3 новых завода к тому, который до этого там существовал. И по тому заводу тоже произошел апгрейд. То есть Китай на сегодня, в принципе, обладает хлоридной технологией производства, которая очень тщательно скрывалась компаниями западными, но тем не менее не удержали. Хотя еще, там есть много вопросов к качеству этого продукта, к успешности и к экономике, потому что ряд заводов столкнулись с очень серьезными проблемами в хлоридной технологии. Имеется в виду в Китае. И тут мы сделали небольшое сравнение двух технологий по некоторым таким критериям, которые мы посчитали важными. Я просто их прокомментирую. По сложности технологий. Вот
Если сравнить сульфатный процесс и хлоридный, значит, цветом тут выделено, ну так, то есть если темно-зеленый это сильно положительный фактор, светло-зеленый это умеренно положительный фактор, желтый это умеренно негативный фактор и такой темно-желтый сильно негативный фактор. Так вот, если сравнивать сложность технологии, то тут у сульфатной даже есть некоторое преимущество, это более простая технология. То есть если у тебя нет высококвалифицированного персонала, если ты еще не умеешь этого делать, то тебе проще будет запустить сульфатный завод. С хлоридным может получиться так, что ни в год запуска, ни на следующий, ни через год ты не будешь иметь ни экономики, ни продукции. Ну, с чем столкнулись китайцы? По распространенности обе технологии на сегодня, ну это примерно 50 на 50% на самом деле. Возможно, да, там западные компании имели склонность сокращать, например, там Дюпон отказался от сульфатной еще в 70-е годы, Тронокс, ну, после недавнего кризиса 2008, когда он сбросил европейские заводы сульфатные, это там в Германии в основном и в Финляндии они были, значит, он стал только хлоридным, ну а китайцы строили изначально только сульфатные заводы. Китай там на сегодня, по-моему, 40% вообще мирового производства диоксида титана имеет. Ну, в общем, сегодня ситуация такая. По заменяемости, ну, мы так оцениваем, что 90% применений хлоридных продуктов рутильных, ну, хлоридные только рутильные бывают, можно заменить на сульфатные, ну, рутильные. И обратная ситуация. 97% сульфатных рутильных заменяются хлоридными. Но хлоридные, нету такой традиции, не выпускаются как раз для printing inks пигменты. Это все пигменты только сульфатные. Там несколько брендов, таких в основном известных. Там TR52, RDS, которая, не знаю, сейчас, наверное, она не выпускается из-за остановки завода в Поре. Но хлоридная не заменяет анатазные пигменты, по хлоридной технологии их не производят. Теоретически как бы говорят, что это возможно, но практически никто этого не делает. Ну и как бы у анатазных пигментов небольшая ниша, она в общем-то такая достаточно специфическая. По качеству продукта. В общем-то, я уже это сказал, что это заменяемые продукты. Единственная разница, что да, хлоридный имеет несколько большую яркость, и это, в общем-то, та единственная причина, почему в 10% применений сульфатные ну, никак не могут заменить хлоридные. Потому что там, где нужна очень высокая яркость, низкая желтизна, ну, то есть нейтральный тон, там только подходят хлоридные. Но другие применения, особенно там цветные краски или где это, ну, этих требований нет, там просто абсолютно все равно. То есть важны другие параметры, там атмосферостойкость, там, диспергируемость, укрывистость и так далее. Тут уже вполне взаимозаменяемы. Теперь мы подошли к главному моменту, который отличает эти технологии. Если хлоридную можно назвать умеренно грязной, ну, умеренно грязной, потому что она тоже генерирует отходы. Там, например, это хлорид железа, там от 0,3 до 1,6 тонны на тонну произведенного пигмента его образуется. Нужно думать, что с ним делать, куда его. Возможно. Но почему-то как-то не сильно делают. И жидкие стоки, ну, которые там сами по себе образуются там, в результате поверхностных обработок, то сульфатная технология – это 6-8 тонн гидролизной кислоты на тонну ТО2. Это что такое гидролизная кислота? Это 20-25% серная кислота, в которой там процентов до 10 сульфата железа и вся грязь, которая вот была в ильмените, которая перешла путем во время реакции в раствор, и в общем она там вся есть. То есть это если производство, например, ну так 40 тысяч тонн делает, то там, можно сказать, да, 408, 300 тысяч в год будет таких отходов. Ну, солидно. Также шлам образуется, небольшое количество, это твердый отход, и 50-70 тонн отходов стоков, жидких, кислых. Это промывные воды. Это, конечно, большая проблема, это очень сильно негативный фактор. Понятно, что мы там дальше коснемся, как эту проблему решают, что это все не скидывается сейчас в большинстве стран, но это требует больших усилий и больших вложений, как это решать. Ну и по оценке экономической, там в категории беда, то где-то примерно, понятно, это очень сильно зависит от рынка,
этот показатель, но какой-то вот мы взяли период, вот где-то 15-25% это средние показатели для заводов что хлоридных, что сульфатных. Ну, мы оценивались по данным 2017 года, которые у нас были доступны, 2017. Ну, а вот теперь по вопросу гидролизной кислоты, как эту проблему гидролизной кислоты и кислых стоков решают в сульфатные технологии. В общем-то, сейчас я буду говорить о сульфатной, потому что цель моей презентации немножко про это поговорить. Итак, один из способов решать проблему — сбрасывать это все в какие-то водоемы. Океан, море, речка, какой-то специальный накопитель. И вот с океаном это совсем не шутка. В 70-е годы Хуэлла, завод в Испании, сбрасывал в 40-километровой зоне от себя кислые стоки, например. То есть это в принципе было нормально, как бы считалось, там произойдет реакция, образуются сульфаты. Наверное, так. Сейчас, конечно, это просто категорически невозможно. Европа эти все вещи пересмотрела в конце 80-х, начале 90-х, и это все прекратили. Другой пример, как размещение в накопителе. Вот тут такая у меня картинка, это из Гугла взята. И тут еще из какой-то статьи в украинской прессе. Вы, может быть, слышали про ситуацию в оккупированном Крыму, в Армянске, в августе, в конце августа, сентябрь, октябрь. Там она, в принципе, такая стала перманентной. Это ситуация с выбросами кислотными. Долго разбирались, я сейчас не буду говорить, что там было причиной, потому что на самом деле, чтобы это знать, нужно провести расследование, но как один из источников этой ситуации, это был кислотонакопитель. Это 40 квадратных километров озера, или как назовем, в который сбрасывалась серная кислота, вот эти отходы. Кислые стоки и эти отходы. По разным оценкам, это так мы уже прикидывали, может быть там 2 или 3 миллиона в пересчете на 100% серную кислоту. Серная кислота сама не газит, но есть проблема. Если туда попадают любые хлориды, в любом виде, там натрий, хлорид и так далее, возникает равновесная реакция с образованием промежуточного продукта H-хлорного, он летучий, он начинает выделяться. И это уже реакция смещается в сторону выделения. Вот это, по всей видимости, армян столкнулся с этой ситуацией, каким-то образом в этот накопитель или попала эта вода, это может быть подземная вода, это может быть рядом Севаш, это могут быть какие-то там учения, которые оккупанты проводили. То есть никто этого на самом деле точно не знает, расследование не проводилось объективно, но ситуация возникла. Понятно, что в Китае были маленькие фабрики, которые такие вещи использовали, но китайское правительство последние годы очень сильно взялось за экологию, и поэтому в Китай пошел дальше. Он сказал, мы запрещаем строить вообще любые сульфатные фабрики новые, только хлоридные, если хотите диоксид титана, только хлоридные могут строиться новые. А по старым решите проблему. Хотя с нашей точки зрения такое решение волюнтаристское, с другой стороны, своя специфика у страны, они так принимают решение. Вот все, запрещаем строить сульфатные фабрики. Хотя, как мы дальше покажем, что эта сульфатная технология не является проблемой, если ее не подойти правильно. И один еще из способов утилизации кислоты, который, в общем-то, используется большинством, это берут эту гидролизную кислоту с 25%, упаривают до 68. 68 это то наиболее оптимальное, при котором еще какая-то экономика существует. Но даже с этой экономикой, если сравнивать, допустим, произвести свежую кислоту или взять уже существующую упарить, то там разница в 4 раза в цене. То есть намного дешевле покупать серую, имея свой серно-кислотный цех, просто производить свежую кислоту, чем упаривать. То есть это уже начинает влиять на стоимость. Если пробовать упарить дальше, это большие капитальные затраты, потому что там аппараты уже включают танталовые какие-то изделия. В общем, это все становится таким очень-очень-очень дорогим и с точки зрения капекса, капитальных затрат, и операционных затрат. В общем, что делают? Упаривают до 68%, потом укрепляют более крепкой серной кислотой, смешивают, выводят какую-то концентрацию. Но тут тоже есть ограничения, потому что кислоты этой гидролизной так много, что просто ее слишком много, намного больше, чем ты можешь позволить себе смешать, например, с солиумом или с 98% кислотой свежей. Потому что обычно для разложения используют 94, 93, 95% кислоту, поэтому все равно остаются остатки. И
Вторая проблема упаривания в том, что я уже упоминал, что в этой кислоте присутствуют сульфаты железа, и когда упаривание происходит, это железо выделяется в виде сульфата моногидрата, и тоже потом не знают, что с этим делать, потому что этот моногидрат содержит много свободной кислоты, то есть его там сильно не помоешь, он начнет гидролизоваться. Ну, в общем, тоже, думаю, решают проблему, куда деть эти большие, это, там огромное количество образуется. Ну и вот эти остатки гидролизной кислоты, если вот, большинство заводов так делают сейчас, сульфатных, кислые стоки нейтрализуются просто известняком, точнее, либо известковым молоком. Ну, известковое молоко трошки дороже будет, понятно, это надо произвести известь, потом, ну, а если есть доступный известняк, то помололи, нейтрализовали. Но тут тоже не все просто. Европейцы, понимая, что, допустим, я уже говорил, да, цена на свежую кислоту в 4 раза ниже, чем на эту упаренную. Ну, все бы и начали бы, давайте будем нейтрализовывать. Но нейтрализовывать это 3-4 тонны, даже 4-5 тонн, соврал, 4-5 тонн гипса на 1 тонну диоксида титана. То есть на 40 тысяч диоксида титана будет 160-200 тысяч тонн в год образовываются этих отходов. Это огромные полигоны. Но опять же, вот тут завод Скарлина в Италии, вот тут красным можно видеть эти накопленные остатки гипса. Он красный, потому что в нем присутствует железо. Так называемый красный гипс. Это завод в Китае. Я на нем, кстати, был в 2012 году, и там вот этих вот гор не было еще тогда, а вот уже Google 2017 года говорит, что ну, все, уже не знают, куда они девать, уже они просто на площадке прямо на заводе складируют этот гипс. Или вот это тоже Европа, это Словения, это Синкарна, тоже у них там есть свои накопители. Ну, то есть это есть проблема, этот гипс. И Европа, ну, понимает это, существует еще с 90-х годов директива, которая ограничивает количество сульфатов, которые ты можешь размещать. То есть ты образовываешь на своем заводе 4-5 тонн, но разместить можешь только 0,8 тонны. А с остальным что-то надо решать, но это не может быть отходом. Ну вот это такие проблемы. Ну плюс, если используем известняк для нейтрализации, тоже надо понимать. Известняк выделяет СО2, а существуют тоже определенные ограничения по выбросам СО2. То есть это увеличивает углеродный след. А потом производители лакокраски, которые особенно в Европе, они любят, чтобы там эко-лейбл было, все такое, они говорят, ну дайте ваш углеродный след. А этот углеродный след у сульфатного производства, он большой, потому что, не только потому что много газа жгут, там не столько газа жгут, сколько вот, если взяли известняк дешевый, то этот СО2 нужно учесть в этом углеродном следе. Ну, вот как бы так сформулировали проблематику. Мы это понимали там всегда, потому что там полжизни мы на этих заводах, кто-то всю жизнь работал. И мы как бы с 2014 года занялись, как эту проблему решить, поставили перед собой задачи сделать максимально зеленую технологию, чтобы лишить сульфатную технологию вот этих проблем, повысить максимальную энергоэффективность. Также ставили задачу максимальной автоматизации, потому что сульфатная технология, это вообще производство диоксида титана одно из самых сложных в неорганической химии, потому что очень много процессов, очень длинный путь, и чтобы получать качество, там обязательно автоматизация, обязательно все, что сейчас современный мир дает, какие возможности, это все нужно использовать. И, в общем, за 4 года мы пришли к тому, что мы имеем такую технологию, сульфатную, обновленную, так, назвали ее Advanced Innovative TO2 Sulfate Technology, как бы там, таким словом или сокращенно под такой лейбой. Итак, немножко теперь о том, чего нам удалось добиться в общих словах. В принципе, у нас отсутствует полностью жидкие стоки. То есть в идеале эта технология может быть реализована как ZLD, как Zero Liquid Discharge, то есть полное отсутствие каких-либо стоков. Из твердых отходов, это только соли, скажем, образованные на обратном осмосе, то есть все, что было, это натрий, калий, хлориды, сульфаты,
Да, там определенное достаточное количество их в течение года там образовывается. Для среднего завода может быть там 7-8 тысяч тонн. Но тут тоже можно посмотреть, что из этих солей можно там дальше их превратить в продукты. Но это уже не гипс, это уже не что-то такое. По выбросам в атмосферу обычные европейские практики это, в общем-то, достигается. То есть это лимитируется СО2 и СО3, улавливание тумана, кислоты серной, улавливание всех видов пыли. И вот тоже изюминка этой технологии – это сниженный углеродный след. Ну, до 40% того, что СО2, который мы генерируем в процессе производства, мы забираем и как бы снимаем с выбросов, то есть утилизируем. По энергетике. Диоксид титана требует, сульфатная технология требует огромных объемов воды. Ну так вот. Может быть, завод там на 40 тысяч будет в год потреблять 4,6 миллиона тонн кубов. Плюс-минус. Вот. Нам удалось достичь снижения по воде в 2-2,5 раза в сравнении с классическим сульфатным производством. Также мы можем использовать воду из артезианских источников солоноватую, то есть мы там не привязаны к реке. То есть вполне можем работать на солоноватой воде с повышенной жесткостью. Что, кстати, актуально, да, для там, засушливых районов. То есть мы теперь там, если в засушливом районе это пустыня, степь, там, ну, там есть просто артезианские скважины, мы можем там на них садиться и запускать производство. Все фильтраты используются повторно. В принципе, понятно, откуда и соли берутся. То есть мы берем артезианскую воду, потом из нее только в отход пойдут твердые соли. Вот. И все сточные воды мы тоже закручиваем, ну, возвращаем на свой этот. По природному газу примерно 1,5, 2 и 3 раза это уменьшение потребления у нас получается, благодаря использованию современных подходов. И по электроэнергии, ну, то есть наша концепция подразумевает, что мы можем 100%, можем больше, если это необходимо там, для локальной местности, где размещается предприятие, производить собственной электроэнергии. И это позволяет нам иметь очень дешевую электроэнергию, где-то в 1,3-3 раза дешевле. Это просто от страны будет зависеть, чем она продается на рынке. То есть, ну, если для Украины это будет, наверное, цифра 1,3, у нас не очень дорогая. Если там Германия, это будет в 3 раза дешевле. По перегретому водяному пару производство требует его очень много. Ну, скажем, в этой технологии мы используем энергию вторичного пара и максимально умные системы, которые позволяют извлекать энергию из пара максимально, поэтому тут тоже мы имеем прирост в эффективности. По автоматизации управлению производством, такая вот, сейчас часто говорят, последние, может быть, 5-10 лет, некоторые четвертой промышленной революции. В Германии любят там Industry 4.0. Каждый год в Ганновере проходит такая даже конференция, где там представляют какие-то достижения. Вот как бы в духе этого мы тоже видим в себе развитие производства, то есть максимальная автоматизация, роботизация, уход от больших количеств людей. В принципе, полностью автоматизированные склады, упаковочные линии, высший уровень автоматизации, это имеется в виду управление производством, логистика и так далее. И, в общем, со всем таким подходом мы прикидывали, что для производства на 80 тысяч тонн для одного цеха диоксида титана нам нужно будет где-то 75 человек, а для всего завода в районе 400 человек. Ну, для сравнения, в Украине примерно на, ну я могу сказать, по крымскому титану в прошлом это около 5000 человек было на мощность 110 тысяч. Да, ну у нас все немножко, это в принципе классика в Украине на всех заводах постсоветских, то есть и китайцы тоже удивлялись, у китайцев на такой завод 1600. Как бы, но тем не менее, 400 человек это такой неплохой, мы оцениваем показатель. Так, ну и вот теперь вот по нашей технологии, что по продажам, потому что нас тоже эта часть очень интересует, потому что ради чего все затеяно. Затеяно все ради того, чтобы, ну, если посмотреть здесь, в классической сульфатной технологии диоксид титана продаваемый составляет где-то 85-90% в денежном выражении от объема продаж.
Остальное в субпродукты 10-15. В хлоридной, ну, цифра близкая тоже, 90 и 10 субпродукты. В нашей технологии 50% это диоксид титана и 50% это субпродукты. То есть тут еще вопрос, что это завод по производству диоксида титана или еще чего-то другого. Ну, и если сравнивать, тут, взять за основу классическую сульфатную технологию и нормализовать к ней выручку, то вот хлоридная примерно столько же дает, а наша технология 1,7 коэффициент от объем продаж. Ну и как бы итог, как это выглядит в категориях капитальных затрат и EBITDA. Чтобы построить сульфатный завод классический или хлоридный, есть такая оценка, что примерно нужно потратить $5 капитальных затрат на 1 килограмм производительности. То есть это будет так, вот завод на там 40 тысяч тонн будет стоить 200 миллионов примерно долларов. Вот. Наша технология немножечко больше требует, потому что ну, как бы больше решений, больше технических, то есть это дороже в капитальных затратах, но это намного эффективнее в категориях EBITDA. То есть если доходы классических компаний, мы тут взяли средние, это 20-20%, то наши позволяют получать 45%. То есть даже при условии, если рынок диоксида титана, как он это любит периодически делать, уходит в низкие цены, что хорошо для производителей лакокраски, но вы даже не знаете, какой стонный скрежет зубов стоит там, где встречаются титанщики по этому поводу. Да. Вот, то как бы, ну, мы эти вещи, ну, эта технология позволяет спокойно проходить эти вещи, потому что когда у всех будет 0, у нас будет 20-25%. Ну, как бы вот это вся информация. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Я не знаю, может быть, не совсем к вам вопрос. Меня давно, ну не то чтобы волнует, даже просто в каком-то непонимании оставляет ситуация с Сумихимпромом нашим. То есть предприятие на самом деле оказалось в уникальных тепличных условиях. Сырьевая база у нас по ильмениту ну, более чем хорошо там все. Серьезную конкуренцию, ну, по крайней мере на внутреннем рынке, даже китайский диоксид титана не составит. Но логично было бы в этих условиях, в этой ситуации ожидать какого-то серьезного вложения, модернизации, появления новых марок, которые будут реально конкурентоспособными. Но проходят вот уже годы, и лучшее, что он сможет сделать, это R208, который кратко охарактеризуем, но при беде сойдет. И даже более того, там кровля цеха рухнула, и, ну как так-то вообще? Это так, просто не ко мне вопрос, риторический, да, вопрос? Я понял. Ну, я просто думал, может быть, вы в курсе, потому что в этой отрасли… Нет, я как бы не могу комментировать, что происходит. За пределами моей компетенции, она пока только связана с моей компанией. Ну, может, как-то, если бы вот эту технологию внедрили на Сумихимпроме, то резко бы ситуация поменялась к лучшему. Это дало бы мощный старт и титановой индустрии, и нашей отрасли, и добывающей промышленности. Ну, там много всего в качестве бонусов. Не, ну да, надо понимать, что это все Видел, но я понимаю, там и так какие суммы у владельцев, поэтому… Ну да, понимаете, в диоксиде титана там $1 миллион это так, купить полсушилки, и даже не хватило денег на то, чтобы ее поставить. Там. Ну, то есть там немножко другими цифрами оперируют люди. Просто маленькое производство диоксида титана экономически невыгодно ставить. Вот мы оценивали, что не ниже 35 тысяч должно быть, ну 30. Все, что ниже, это уже будет там работать неэффективно. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. У
Мне очень было интересно вот в конце все-таки, куда вы дели жидкие стоки, что вы с ними Мы сделали? их переработали в продукты. Ну хотя бы какое-то направление, вот это, потому что, ну, Строительная это индустрия, действительно- я не буду раскрывать. нет, это не надо раскрывать. просто Строительная индустрия – это сельское хозяйство. Ну это, ну, конечно. И это большие рынки, это рынки очень емкие. То есть это не то, что то есть мы выходим с такими товарами, которые будут покупаться, это 100%, потому что там рынки даже больше, чем диоксида титана по объемам. Это минеральные удобрения какие-то, Да, скорее всего. одно из направлений, да. Ну, это, конечно, низкий поклон природа вам должна сказать. Я прошу прощения, я вот или упустила, или вы не сказали, это уже внедрено, Нет, это наши разработки. это еще да. разработки. Вы их еще не внедрили. То есть это пока теория. А планируется это? Ну, планируется. У вас есть какой-то план? Это Да, интересно Да, просто. план есть, но как бы это будет связано, опять же, то есть у меня просто нет таких денег, да, это связано с теми, кто будет заинтересован в Инвесторами. внедрении этой технологии. То есть мы с рядом компаний, как бы, скажем так, ведем переговоры. Но проблема всегда в том, что это очень большие деньги, потому что, там условно нужно начинать там с 230 миллионов инвестиций, если это с нуля строится. Ну да. Это просто как бы, это реально большие деньги. И тут, люди очень долго думают и ищут, и как правило, это все не быстро. Но если будут экологи до такой степени зажимать, то я думаю, что будут и найдены деньги, потому что вот такие огромные полигоны с отходами, это же не может длиться до бесконечности. Вот вы сами говорите, да, в Китае еще вы были в каком году? Даже Европа страдает, там, пытается решать вопросы, там эти сократила выбросы, но она полностью не решила их. То есть это- Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. Еще вопросы? Скажите, а вы эти разработки ведете по, скажем так, заказу или это под заказ, под клиента, или это такой, скажем так? Это тут гибридно. R&D проект? Это гибридно. Часть вещей делалась под клиента, просто, как бы мы это собрали уже. Вот этот проект, например, уже, скажем так, вы же не просто так, вы вкладываете свои интеллектуальные ресурсы, Да, это изучаете, да, то есть да, это да, там, не один день и не два, то есть это достаточно серьезная работа. Да, И да, это наверняка под она клиента. как бы идет под какой-то контракт, да, Скажем, эта работа делалась тоже, в том числе Ага. под клиента. Да. Интересно. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Андрей.